Всем привет, друзья! Сегодня я представляю вам Audi A6 C7 кузов 2017 года выпуска. Стоимость представленного автомобиля составляет 2 миллиона 899 тысяч рублей. Выражаю благодарность автосалону Транстехсервис Audi Набережные Челны за предоставление данного автомобиля на съемку. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер данного седана, а также заведем двигатель и послушаем его звучание. Вот такие у нас ключи, кнопки закрыть, открыть автомобиль, открытие багажника. Имеется электропривод. Давайте начнем. Здесь установлены полностью светодиодные фары. Кстати, многие просили сделать именно C7 до обновления. Сейчас это такой консерватор. Скоро он обновится уже. И настоящий конкурент будет для BMW 5 серии, Mercedes-Benz E-класса, Jaguar XF и Volvo S90. Шикарный бизнес-седан из Ингольштадта. Хромированные ручки, система бесключевого доступа, чтобы закрыть автомобиль, чтобы, соответственно, его открыть. Здесь сенсор находится. Установлены, кстати, еще у нас доводчики дверей, как видите, тоже опция. В этом автомобиле установлено 8 подушек безопасности, черный кожаный салон. Четырехспицевый кожаный мультируль. Еще одно исполнение, дизайн 3 спицы есть. Чтобы завести двигатель, нажимаете на тормоз и затем один раз вот на эту кнопку. Все очень просто. Выдвигается вот этот прекрасный дисплей. Замечательно. В этом автомобиле установлен электромеханический усилитель рулевого управления с переменным усилием, довольно легкий руль, гудок, громкий, рулевая колонка регулируется как по высоте, так и по вылету, имеет механические регулировки и огромные углы хода. Здесь установлен датчик света и датчик дождя. Сейчас давайте включим фары. Противотуманный фонарь, соответственно, дальний свет фар, аварийная сигнализация. Все 4 стекла здесь полностью автоматические, в одно касание опускаются и поднимаются. И при том здесь установлены двойные стекла для лучшей шумоизоляции. Задние стекла. Они у нас опускаются почти до конца. Здесь у нас блокировка стекол, детский замок установлен, электрорегулируемые зеркала с подогревом, все зоны отлично просматриваются. Система мониторинга слепых зон имеется, электропривод для складывания. Незаменимая вещь. Вот так все практически бесшумно происходит. Центральный замок. И здесь у нас две позиции памяти на кресло водителя. Деревянные вставки, элегантные ручки. Теперь я предлагаю открыть капот и детально рассмотреть экстерьер этого автомобиля. Рычаг находится вот здесь, чтобы открыть капот. Хромированная окантовка дверных рамок. Настоящий немецкий атлет, подтянутый. Полностью светодиодные задние фонари. Задние датчики парковки. Двойные выхлопные патрубки. Диодная подсветка номерных знаков. Хромированная накладка на крышке багажника. Полный привод Quattro. Проушина для буксировки.
Диски многоспицевые из легкого сплава, 19 дюймов, размер шин 255/40. Шикарные диски, шина Continental. Диодные указатели поворотов, встроенные в наружные зеркала заднего вида, очень яркие. Полностью светодиодные фары, 90 отдельных светодиодов формируют очень хитроумный пучок. Омыватели фар, передние датчики парковки, хромированная окантовка радиаторной решетки, проушина для буксировки, четвертое поколение бизнес-седана Audi A6 было запущено в начале 2011 года. В свою очередь модель заимствует отдельные элементы экстерьера у Audi A8 третьего поколения. Более того, интерьер, платформа и силовая установка у Audi A6 общие с Audi A7 Sportback, который также появился в 2011 году. Если же сравнивать с A8 и A7, то Audi A6 имеет наиболее агрессивный дизайн передней части кузова и фар. Абсолютно новый легкий кузов, гибридная конструкция из высокотехнологичных сталей и алюминия позволили снизить вес на 15% по сравнению с обычной стальной конструкцией. С точки зрения высокотехнологичности, это автомобиль, который полностью превзойдет ваши ожидания. В базовое оснащение седана Audi A6 входят 17-дюймовые диски из легкого сплава, биксеноновые фары, светодиодные задние фонари, двухзонный автоматический климат-контроль. Имеется подогрев руля и передние сиденья с регулировкой поясничного отдела и подогревом. У этого автомобиля очень щедрое базовое оснащение. Что входит в опции? Это электропривод передних сидений с памятью положений, система вентиляции и функция массажа для сидений, складывание боковых зеркал и 4-зонный автоматический климат-контроль, DVD-ченджер, в топовом исполнении аудиосистема Bose Surround Sound System с 14 динамиками и общей выходной мощностью свыше 600 Вт. Самое важное, что конструктивные изменения отразились и на показателе лобового сопротивления, который снизился с 0,29 до 0,26. Помимо переднеприводных версий выпускаются полноприводные модификации, использующие постоянный полный привод Quattro с центральным межосевым самоблокирующимся дифференциалом и системой распределения крутящего момента между колесами задней оси. Что касается безопасности, то этот автомобиль заработал 5 звезд из 5 возможных по Euro NCAP. Да, и мобильная навигация в этом автомобиле творит просто чудеса. Имеются дорожные сообщения в режиме онлайн, региональная информация, навигация с помощью Picture Book, индивидуальная настройка списков объектов инфраструктуры на портале MyAudi, информация о ценах на топливо, автостоянки, обновление практически всех карт в режиме онлайн. В общем, с мультимедийными возможностями у этого автомобиля все в порядке. Бензиновые силовые агрегаты TFSI отличаются особенно высоким коэффициентом сжатия. В результате достигается великолепная эффективность при оптимальной мощности. В качестве опции можно заказать керамические тормоза. Керамические тормоза, расположенные на передней и задней осях, обеспечивают отличное торможение в любой непредсказуемой ситуации. Также доступна адаптивная пневматическая подвеска. Электронно управляемая пневматическая подвеска воздействует по отдельности на каждое колесо и при высокой нагрузке заботится о том, чтобы ходовые качества не ухудшались.
можно заказать систему ночного видения, 4 камеры и систему автоматической парковки. Что касается технической составляющей, то здесь встроен бензиновый двигатель с турбонаддувом, рядная четверка, 16-клапанный, система питания двигателя, непосредственное впрыск топлива, соответствие экологическим требованиям Евро-6, расположение двигателя переднее продольное. Рабочий объем 2 литра, мощность 249 лошадиных сил, крутящий момент 370 Нм. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 250 км в час, она ограничена электроникой, динамика разгона от 0 до 100 км в час за 6,5, расход топлива в городском цикле это 8,3 на 100 км пути и в загородном цикле 5,7. Объем топливного бака составляет 65 литров. Привод полный, тип передней подвески независимая, пружинная, двойные поперечные рычаги, имеется стабилизатор поперечной устойчивости, тип задней подвески независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Передние тормоза дисковые вентилируемые, задние тормоза также дисковые вентилируемые. Клиренс 165 мм. Снаряженная масса данного автомобиля составляет 1735 кг, полная масса 2270 кг. Объем багажного отделения составляет 530 литров. Если сложить спинки задних сидений, то он увеличивается и составляет 995 литров. Длина данного седана составляет 4933 мм, ширина 1874 мм, высота 1455 мм и колесная база 2912 мм. Гарантия производителя 4 года или 120 тысяч километров пробега. Основные конкуренты данного автомобиля это Mercedes-Benz E-класса, BMW 5 серии, Lexus GS, Infiniti Q70, Jaguar XF и Cadillac CTS. Стоимость представленного автомобиля 2 899 000 рублей. Сейчас, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к интерьеру, к самой интересной части. Динамики аудиосистемы, электропривод для крышки багажника, вещевой бокс, мягкий кожаный подлокотник. В этом автомобиле установлен прекрасный уплотнитель, шикарная шумоизоляция, алюминиевые накладки на порогах, электропривод для водительского сидения, соответственно, по высоте продольные регулировки, спинка, поясничный подпор по 4 направлениям. Кресло очень удобное, длинная подушка сидения, развитая боковая поддержка, регулируемые подголовники, ремни безопасности. Здесь у нас вещевой бокс имеется, педальный узел с подсветкой, диагностический модуль ОБД. Здесь у нас, соответственно, регулирование яркости подсветки приборов. Теперь я предлагаю послушать звучание двигателя.
Ограничитель установлен в режиме паркинг на 4000. Шикарно звучит, очень оборотистый двигатель. 2 литра, 249 кобыл. Прекрасно. Выверенная, эталонная эргономика Audi. Все очень легко считывать. Здесь у нас управление для адаптивного круиз-контроля. Задаете дистанцию, соответственно. Управление стеклоочистителями. Здесь у нас непосредственно голосовые команды. Помощь. Выберите, пожалуйста, одну из следующих тематических областей. Все команды по носителям, команды по выбору источника, команды для iPod. Команды для iPod. iPod, подключенным через Audi Music Interface, вы можете пользоваться через альбомы или треки, исполнителя или жанра, аудиокниги, подкасты или композиторы. Для перемещения в структуре папки скажите «папка наверх». Отмена. Отмена. Вот такие голосовые команды, все очень легко использовать. Кстати, вот здесь, в принципе, эргономический экстаз я испытал, просто блаженство. Все так продумано, сложно словами описать. Все там, где и должно быть. Подогрев руля, прибавить и убавить, соответственно, звук для мультимедиа, управление для Ведение по маршруту не ведется. навигации, как видите, и управление для бортового компьютера. Вот так здесь все работает, так реализовано. По тактильным ощущениям все кнопки, все рычажки очень приятные на ощупь, к ним приятно прикасаться. Здесь у нас информация по навигации, зум имеется. У Google карты. Ребята все детально проработали, претензий нет. Да, конечно, если сравнивать сейчас с Ешкой, с пятеркой, графика консервативная здесь. Но скоро уже будет обновление, и тогда посмотрим. Какой же шикарный дисплей сюда инженеры из Ингольштата установят. Затем это информация по телефону, информация по аудиосистеме. Сейчас я соединил флешку. Вот у нас Audi Adaptive Light, системная неисправность. Омывайки нет, освещение автомобиля, системная неисправность. Возможно, перегорела где-то лампочка. Дата, время движения, расход в среднем 13,7, неплохо, в принципе, в городском цикле. Скорость средняя, пробег, кратковременная память имеется. Вот, в принципе, все цифровые часы, температура за бортом. И пробег у этого тестового автомобиля 2887 километров. По качеству отделочных материалов и по качеству сборки здесь все на премиум уровне применяется. Мягкий пластик. У этого автомобиля шикарная обзорность. Если вы не хотите лицезреть этот экран, дисплей, нажимаете один раз на эту кнопку, и он услужливо спрячется. Такое предлагает только Audi. Шикарно. Но экран не тачскрин. Дефлекторы обдува у нас. Нажимаете вот на эту кнопку. Вход под сим-карту, SD-карты. Есть еще, кстати, диск, соответственно, устаревшее такое решение. Сим-карта для того, чтобы соединить на борту автомобиля можно было по Wi-Fi, соответственно, это интернет и, безусловно, звонки. Отключение системы авто-старт-стоп. Датчики парковки, соответственно, помощь в парковке. Отключение системы стабилизации, как видите. Высвечивается индикатор. В этом автомобиле установлен опциональный 4-зонный автоматический климат-контроль. Регулировка для непосредственно температуры. Притом ход в полградуса у нас имеется для водителя. Регулировка для потока воздуха. Немножко, конечно, замысловато. В этом плане, смотрите, вот нужно нажимать, чтобы температуру отрегулировать. Потоки воздуха направить. Автоматический режим. Подогрев сидений. 3 ступеньки. Высокая, средняя, низкая. Для водителя и для пассажира. Различные зоны. Здесь все отображается, как видите. Замечательно. Пепельница и прикуриватель. Здесь у нас S-Tronic с 2 сцеплениями. Скорострельность
просто радует меня. Помощь при парковке у нас имеется, как видите, притом еще направляющие линии есть. Спортивный режим, плюс передача выше, минус передача ниже. Можно заказать механику, и как мы с менеджером обсудили, вот я смотрел американские обзоры, там можно еще заказать полноценный гидротрансформатор, автомат 8-диапазонный Tiptronic. Стояночный тормоз с функцией автохолд. Чтобы его снять, нужно нажать на тормоз и нажать на него. Чтобы его активировать, нужно потянуть на себя. Все очень просто. Прибавить и убавить звук, переключение между треками. Здесь такой тачпад. Вбить можно основные данные по навигации. MMI-система, мультимедиа интерфейс. Основное меню, навигация, управление для телефона, радио, медиа, автомобиль, соответственно, меню. Это у нас главное меню. Настройки. Время, дата и так далее. Настройки MMI, язык, единицы измерения, как видите. Притом графика хорошо проработана. Система голосового управления. Яркость для дисплея, как видите. Заводские настройки. Обновление, копирование данных. Вот в таком режиме все у нас отображается. Все легко использовать. Настройки для автомобиля. Efficiency, то есть максимальная экономия топлива, режим комфорт, авто, динамик и индивидуальный режим. Как видите, двигатель, коробка передач, рулевое управление и адаптивный круиз-контроль. Настройки также. Настройки автомобиля. График, вы посмотрите. Сиденье водителя. Освещение. Контурное освещение. Как же здесь все проработано инженером Audi. Нужно отдать должное. Центральный замок и так далее. Помощь водителю. Соответственно, это различные системы дополнительные. От количества опций дополнительных электронных систем, которые призваны в первую очередь обеспечить безопасность в этом автомобиле. Просто, наверное, просто бесчисленное множество. Уровень масла можно посмотреть, как видите. Техобслуживание. Каждые 15 тысяч. Положение щеток, сервисное положение можно выставить. Номер шасси. Шикарно. Вот в таком режиме отображается вся информация, руководство по эксплуатации. Нет, давайте нажмем нет. В общем, краткое руководство по эксплуатации вбито в эту систему. Кратко давайте просмотрим навигацию. Так она отображается. Притом графика, несмотря на то, что экран небольшой, вообще разрешение и быстродействие экрана просто великолепное. Google карты все-таки классная система. Здесь у нас есть, соответственно, тачпад активируется, вот, как видите. Сейчас уже это не цифры, а полноценный тачпад. Давайте попробуем что-то ввести. Отображается широта и долгота. Вот это у нас передвижение по карте, навигация к цели, настройки, адрес, свободный поиск, сохраненные цели, картинки и так далее. Настройка, режим карты, 3D, 2D. Чего здесь только нет. Все шикарно работает. Телефон, функции различные, диапазон и, соответственно, основные настройки. Медиа. Источник у нас Jukebox, то есть это встроенный жесткий диск, DVD, SD-карта, USB устройство, внешние устройства. Прекрасно все работает. Медиатека. Настройки. Вот такое меню у нас системы MMI. Прекрасно все работает.
Здесь у нас два подстаканника, как видите. Подлокотник. Две ниши. Притом он еще регулируется, как видите. Имеется розетка, вход USB, AUX. Сейчас я соединил флешку. Еще в подменю, в каждом подменю, допустим, это навигация. Если вы нажимаете вот на эту кнопку, опции у нас есть карта. Можно отображать компас, как видите, и собственный адрес. Затем в подменю телефон таких опций нет. Это у нас выбранные треки. Соответственно, здесь у нас системная неисправность. Выбор невозможен, как видите. И под меню у нас бортовой компьютер. Смотрите, можно выбрать бортовой компьютер, эффективность программы, потребитель энергии, даже кондиционер есть у нас здесь. Именно указание на то, что он может потреблять больше энергии. Цифровой спидометр и так. Помощь, адаптивный круиз-контроль и индикация. Так все будет отображаться. Замечательно просто. Я считаю, что среди штатных мультимедийных систем, именно начальных, это самое лучшее. Потому что здесь качество звучания непревзойденное. Соответственно, это сабвуфер. Все можно настроить, как видите. Такие высокие частоты, верхние частоты, фейдер, баланс. Отдельно все можно выставить. Шикарно просто. Активация системы для мониторинга слепых зон. Как видите. Еще один очень интересный момент. Здесь нет камеры заднего вида. Конечно, как опция она доступна. Когда вы включаете заднюю передачу, линии появляются. Обратите внимание, они у нас динамические. Они показывают наиболее правильную траекторию для парковки. Когда вы вперед выезжаете, все то же самое. Здорово. Салонное зеркало заднего вида у нас с автозатемнением. Контейнер для очков, он обит тканью. Здесь у нас очень яркая диодная подсветка, микрофоны для hands-free и непосредственно у нас установлены датчики объема. Прекрасно все работает. Солнцезащитные козырьки, макияжные зеркала, диодная подсветка яркая, поручни утоплены в крышу. Шикарный Audi A6, он задает тон в классе. Да, и действительно, дерево здесь не пожалели, как видите. Quattro, чтобы вы не забывали, что у вас легендарный полный привод. И вообще текстура у дерева очень приятная. Восхитительный салон Audi A6. Теперь я предлагаю переместиться на галерку. Второй ряд сидений сверхкомфортный и просторный. Подсветка. Здесь у нас находится пепельница. Динамики аудиосистемы. Алюминиевые накладки. Второй ряд сидений оснащен системой ISOFIX. При моем росте в 188 сантиметров удобная посадка на второй ряд. Сколько места в ногах остается, достаточно. Над головой еще остается место. Дефлекторы обдува, дополнительная вешалка. Обзорность очень даже неплохая, вещевые сетки. Огромный центральный туннель
дефлекторы обдува, 4-зонный климат, регулировка для температуры, различные настройки и подогрев. В качестве опции, кстати, можно заказать и вентиляцию передних сидений. Здесь у нас пепельница и розетка. И еще один момент, что в качестве опции можно заказать пневмоподвеску. Она и так комфортная. С пневмой этот автомобиль будет просто сверхкомфортным. Подстаканники вот такие. Вещевой бокс. У нас здесь аптечка разместилась. Все обито тканью. Регулируемые подголовники, крепление для детских удерживающих кресел якорного типа, обзорность назад неплохая, диодная подсветка. Как регулируются подголовники, ступенчатая регулировка. Как видите, шикарно просто. Строгий интерьер Audi A6. В некоторой степени сейчас уже можно его назвать консервативным. Все крайне удобно использовать, нет никаких нареканий. Сейчас я предлагаю взглянуть, насколько вместительно багажное отделение данного автомобиля. Электропривод для крышки багажника. Багажник здесь огромный, все очень хорошо продумано. Вещевая сетка. Крепление для такелажной сетки. Такие крючки имеются, диодная подсветка. Здесь у нас находится знак аварийной остановки. Так это дело можно все прицепить. Запаска в виде докатки. Домкраты, инструменты. Один раз нажимаете на эту кнопку, чтобы закрыть крышку багажника, а также можно с брелка. Лючок бензобака, держатель для крышки. Притом я хотел обратить ваше внимание на профиль у спинки. Как видите, шикарный профиль. Да, и сиденья в меру мягкие и в меру жесткие. Это, наверное, золотая середина. Такие же электрорегулировки и для пассажира. Кстати, можно заказать стандартные сиденья, комфортные сиденья, спортивные сиденья и сиденья версии S-Line. Также здесь у нас находится вещевой бокс. Диодная подсветка, очень яркая. Еще подсветка для ног, для второго ряда, соответственно, имеется. Бардачок принудительно можно закрыть на ключ, он очень вместительный, обит бархатом. Держатель для ручки и держатель для карт. Он охлаждаем, довольно глубокий, вместительный. По аудиосистеме здесь стандартная аудиосистема, 10 динамиков. Тем не менее, звучит шикарно. Доступна аудиосистема Bose 14 динамиков, и в топе вы получаете Bang Olufsen с концертным звучанием, чтобы заглушить двигатель. Как звучит аудиосистема? Очень насыщенное, приятное звучание. Я думаю, меломаны будут довольны.
Бескомпромиссный немецкий седан. Он заточен под активного водителя. Шикарные ездовые повадки, как он рулится, управляется, это что-то с чем-то. Еще один очень немаловажный момент – это гарантия на автомобиль. 4 года, она очень подкупает. На этом обзор Audi A6 2017 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и до встречи в следующий раз.